Сатору Годзю – сильнейший маг современности. Его нельзя ударить, его нельзя нормально схватить. Между ним и любой угрозой лежит буквально бесконечность! И поэтому сегодня лаборатория биологии и психологии обязана ответить на вопрос, до которого почему-то не добралась ни одна серьезная научная организация. На первый взгляд, нет. Человечество придумало латексный барьер, а Сатору родился с пространственным. Есть только одна проблема. Презерватив должен не только остановить то, что пытается попасть к его владельцу, он еще должен остановить то, что пытается от владельца уйти. И вот в этом направлении бесконечность раньше никто нормально не проверял. Чтобы не заниматься бытовой философией, сначала определим техническое задание. У презерватива две основные задачи: снижать вероятность незапланированной беременности и снижать риск передачи инфекций, передающихся половым путем. Если хотя бы одно испытание провалится, латекс сохраняет должность. После столкновения с Тодзи Фусигро, Сатору серьезно усовершенствовал свою защиту и довел ее до автоматического режима. Бесконечность способна оценивать приближающиеся объекты по ряду параметров: уровню проклятой энергии, массе, скорости и форме. После этого система решает, пропускать объект или останавливать. Причем сам Годзю отдельно отмечал, что распознавание опасных веществ вроде ядов требует дополнительной настройки. Это очень важная деталь. Бесконечность не является всеведущим медицинским сканером. Она не обязана автоматически понимать, что перед ней: бактерия, вирус, токсин или очень подозрительный огурец. Теперь в исследование входит главный объект наблюдения. Входит. Человеческий сперматозоид имеет длину порядка нескольких десятков... Блять. Телефон звонит. Человеческий сперматозоид имеет длину порядка нескольких десятков микрометров, а в одном эякуляте речь обычно идет уже о десятках миллионов сперматозоидов. То есть перед системой возникает не один нарушитель. Перед ней возникает очень мизерная, но все еще армия. Но для нашего исследования важнее другое. Все они движутся не к Сатору, они движутся от Сатору. Бесконечность достоверно работает как защита от того, что приближается к Годзю снаружи. А подтвержденных наблюдений, где она автоматически задерживает собственные клетки или жидкости, покидающие ее организм, у института нет. Извините. Иначе Сатору пришлось бы отдельно выдавать разрешение на пот, слюну, выдох и целый перечень процессов, которые мы не собираемся вывешивать через экран. Поэтому использовать обычную автоматическую бесконечность как доказанное средство контрацепции нельзя. Счет 1-0 в пользу резины. Если в ходе просмотра данного исследования у вас возникло желание продемонстрировать окружающим свой высокий культурный уровень, институт предусмотрел соответствующую униформу. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Разумеется, сильнейший маг современности не обязан сдаваться после первого испытания. 6 глаз обеспечивают Сатору исключительную точность восприятия и управление проклятой энергией. Теоретически возникает идея создать дополнительное правило фильтрации. Получается встроенная пространственная контрацепция. Проблема в том, что это уже лично наша инженерная гипотеза. У института нет подтверждения, что бесконечность умеет анализировать состав семенной жидкости, распознавать внутри нее отдельные собственные клетки и задерживать только их. 6 глаз дают Сатору чудовищную точность работы с проклятой энергией, но справки о наличии режима спермограмма к ним не прилагалось. Поэтому проект отправляется не в медицинский отдел, а в патентный. Если же Годзю действительно способен в реальном времени отделять десятки миллионов сперматозоидов от остальной семенной жидкости пространственным фильтром, то он изобрел не презерватив, он изобрел проточную цитометрию собственным членом. Есть вариант значительно надежнее: вообще никого к себе не подпускать. Если бесконечность не разрешает физический контакт, биологические жидкости и зараженные поверхности действительно не смогут нормально добраться до тела Годзю. Правда, вместе с ними не сможет добраться и партнер. С точки зрения инфекционной безопасности впечатляет. С точки зрения секса исследования
исследование пришлось отменить до начала исследования. Чтобы физический контакт вообще состоялся, Сатору должен либо отключить защиту в нужной области, либо разрешить конкретному объекту пройти. И в этот момент появляется главный вопрос: умеет ли система пропускать человека, но одновременно отсеивать находящиеся на нем микроорганизмы? Подтверждений такой микробиологической точности у нас тоже нет. В борьбе с инфекциями у бесконечности положение лучше, чем в борьбе с беременностью. Презервативы уменьшают вероятность передачи многих инфекций именно потому, что создают физический барьер между кожей, слизистыми и биологическими жидкостями. Если Годзе поддерживает полный пространственный барьер, сама идея защиты работает по тому же принципу, только площадь покрытия значительно больше. Но обычный презерватив не закрывает все тело, поэтому он хуже защищает от инфекций, способных передаваться через контакт кожи на участках вне зоны покрытия, например, герпеса или вируса папилломы человека. У полной бесконечности такой геометрической проблемы теоретически нет, зато появляется практическая. Чтобы заниматься сексом, а не стоять напротив человека в отдельном пространственно-временном пузыре, контакт все-таки придется разрешить. И у института нет данных, что автоматическая система Годзе способна распознать конкретный вирус или бактерию, ну и остановить их, продолжая пропускать все остальное. И здесь любой сотрудник, читавший досье Годзе, поднимет руку. А зачем ему защита от инфекции, если он владеет обратной проклятой техникой? Аргумент хороший, и его нельзя отбрасывать. Может показаться, что защита от инфекции ему вообще не нужна. Заболел, восстановился. Но здесь мы упираемся в отсутствие данных. Опять! Обратная проклятая техника надежно демонстрирует восстановление поврежденных тканей. Однако у института нет подтвержденного случая, где именно Сатору диагностирует и уничтожает с ее помощью вирусную, бактериальную, грибковую или паразитарную половую инфекцию. Защитить повреждения и вывести из организма размножающийся возбудитель не одна и та же задача. Поэтому фраза «он просто все вылечит» не является научным аргументом. С беременностью этот аргумент работает еще хуже. После того, как сперматозоиды покинули организм Сатору, лечить в организме Сатору уже нечего. Производство сперматозоидов — нормальная физиологическая функция, а не повреждение. Чтобы обратная проклятая техника стала средством контрацепции, ей пришлось бы не восстанавливать организм, а специально ломать исправно работающую репродуктивную систему. Это довольно сложный способ избежать покупки презерватива. Разумеется, лаборатория обязана проверить остальные инструменты безграничности. Синий создает мощное притяжение. Теоретически можно попытаться вернуть нежелательный биологический материал обратно. Но тут, после слов «мощное пространственное притяжение рядом с внутренними органами», медицинская комиссия закрыла расчеты. Красный создает отталкивание. Сперматозоиды действительно окажутся дальше от цели. Проблема в том, что цель тоже окажется дальше и почти наверняка не уцелеет. И, наконец, фиолетовый. Фиолетовый способен радикально снизить вероятность незапланированной беременности, это да. Но одновременно он снижает вероятность отношений, продолжения рода, наличия недвижимости и некоторых элементов рельефа. Итак, полная бесконечность теоретически представляет собой превосходный физический барьер от внешнего биологического контакта. Но при полной защите исчезает и сам физический контакт. А способность селективно пропускать партнера, одновременно фильтруя конкретные вирусы, бактерии и другие возбудители, не подтверждена. Обратная проклятая техника тоже не дает нам права объявить Годзе неуязвимым для всех половых инфекций. В общем, презервативы Сатору нужны. Не потому, что латекс сильнее бесконечности, а потому что бесконечность в первую очередь не пускает угрозы к Годзе. А презерватив нужен, чтобы не выпустить угрозу из Годзе. Лаборатория биологии и психологии рекомендует сильнейшему магу современности не усложнять пространственную механику там, где человечество уже изобрело кусок латекса.